Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 3 февраля. Сегодня у нас с вами суббота. И вы знаете, сегодня достаточно прибыльный день для каждого человека. Поэтому обязательно сегодня на протяжении этого дня проведите одну уникальную практику. Нарисуйте определенную цифру на руке для того, чтобы привлечь энергию денег в свою жизнь, ну а также удачи и все те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны. Давайте вместе с вами будем разбираться, а что же нам сегодня несет лунный календарь. Итак, друзья, сегодня у нас с вами убывающая луна, 3 февраля. Обращаем ваше внимание, что убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. И сегодня у нас с вами 23 лунные сутки. И энергетика убывающей луны будет в знаке зодиака Скорпион. И вы знаете, вы сегодня, это тот день, когда свою энергию нужно обращать во благо себе. Также не забывайте поддерживать сегодня процессы очищения и освобождайтесь от излишних проблем, возможно, ситуаций, что вы можете изменить. Кроме того, убывающая луна в знаке зодиака Скорпион – это день, когда для некоторых людей может быть особенно интенсивным и трансформационным. Вообще знак зодиака Скорпион – это знак глубоких интриг, тайн. И под влиянием еще и убывающей луны эмоции могут зашкаливать сегодня, а какие-то внутренние процессы могут быть более глубокими. Также это время благоприятное, очень хорошо для освобождения от старых обид, от психологических травм и ненужного эмоционального багажа. Помните о том, что вы на энергетическом плане должны чувствовать, ощущать и понимать, что же вам нужно изменить. Кроме того, сегодня, ввиду того, что Скорпион будет достаточно сильно влиять на людей, это будет делать их более чувствительным к эмоциям. Поэтому будьте внимательны к своим чувствам, старайтесь сегодня на протяжении дня избегать конфликтов, особенно в тот момент, когда будут эмоции достаточно сильно накаляться. Также, если в вашей жизни сегодня происходят какие-то изменения, происходят какие-то трансформации, даже если они кажутся вам сложными, постарайтесь это принимать. Да, есть понятие того, что нужно понимать и осознавать, что же происходит, но вы должны понимать, как только вы начинаете меняться, как только вы начинаете думать, мыслить, то и для вас этот день тогда будет становиться достаточно кардинально благоприятным. Кроме того, сегодня нужно быть очень осторожными в разговорах, в беседах. Очень важно, чтобы вы избегали скандалов и старались поддерживать гармонию в отношениях. Даже если вам что-то не нравится, будьте сегодня немножечко хотя бы мудрее. Также убывающая луна, друзья, заставляет нас заниматься процессами очищения. Поэтому сегодня хороший день для того, чтобы заботиться о своем здоровье, но будьте все-таки осторожны с какими-то радикальными изменениями в режиме питания или в образе жизни. Обращаем на это особое внимание. Также, если мы говорим о здоровье, то сегодня прекрасный день для того, чтобы уделить внимание очищению и детоксикации вашего организма. И вы знаете, Луна, находящаяся в знаке зодиака Скорпион, наоборот, усилит это все. Поэтому рассмотрите сегодня возможности для того, чтобы уменьшить какую-то тяжелую, сложно перевариваемую пищу. Старайтесь сегодня увеличить потребление воды для того, чтобы помочь организму избавиться от токсинов. Как вы знаете, знак зодиака Скорпион – это знак страсти и энергии. Поэтому сегодня прекрасный день, который может стать для вас
тем, чтобы заниматься физической активностью, направлены на укрепление мышц, улучшение гибкости, поддержание общей физической формы. Это также благоприятный день для йоги или других практик, которые направлены на внутреннюю гармонию. Даже если вы до этого момента никогда не занимались спортом или какой-то активной физической поддержкой, то сегодня тот день, чтобы начать. Самое простое найдите в интернете, в телефоне, самые простые упражнения, связанные и с вашим с шеей, связанные с вашими внутренними органами. Очень много всевозможных практик. Именно вот этот день, возможно, будет переломным именно для вас, чтобы изменить что-то в своей жизни. Также в этот день обязательно уделяйте внимание своему эмоциональному состоянию. Поэтому практики медитации, релаксации и осознанности помогут вам лучше понять и управлять своими чувствами. Также вы должны понимать и то, что знак зодиака Скорпион связан еще и с интенсивным стрессом. Поэтому будьте особенно бдительны к своим эмоциональным каким-то восприятиям этого мира и избегайте, пожалуйста, ситуаций, которые могут привести к избыточному напряжению. Кроме того, благо сегодня 3 февраля, суббота, а также поэтому еще и у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Скорпион, еще и 23 лунные сутки. Этот день благоприятствует хорошо отдыху, восстановлению. Также обратите внимание на качество своего сна и старайтесь уделять больше внимания релаксации в этот период. Кроме того, сегодня прекрасный день для того, чтобы уделить внимание своему здоровью. Поэтому в этот день, 3 февраля, сосредоточьтесь на детоксикации, на физической активности, на эмоциональной гармонии и на отдыхе. И это все очень хорошо будет отражаться на вас и на вашем организме. Конечно же, не забывайте слушать свое тело и подстраиваться под его потребности в этот особенный период лунного цикла. Что же касательно, друзья, у нас лунного календаря денег, то сегодня хорошо заниматься планированием, все, что касается с деньгами, с финансами. Очень хорошо, чтобы вы обратили внимание на свои текущие расходы и нашли возможность сэкономить и обратить внимание, возможно, на потенциальные инвестиционные возможности. Для кого-то это, возможно, будет громко звучать, но помните о том, что каждый человек, он в той или мере может делать инвестиции. Не обязательно это должны быть акции или что-то достаточно крупное. Начинайте с маленького, и постепенно в вашей жизни произойдут изменения. Кроме того, избегайте сегодня каких-то рискованных решений. Дело в том, что именно знак зодиака Скорпион будет подстегивать многих людей, чтобы люди принимали рискованные решения. Поэтому, особенно если касается каких-то финансовых вопросов, будьте осторожны и старайтесь избегать каких-либо спекуляций и держите под контролем свои эмоции. Это очень важно. Также, если у вас есть кредиты, есть долги, займы, подумайте о том, как вы их можете погасить. То есть, какой период, что вам нужно сделать. Кроме того, сегодня тот день, когда вам нужно не только подумать о том, где вы можете сэкономить, но и также вы должны подумать о своих расходах, о своих тратах, потому что именно знак зодиака Скорпион, он акцентирует наше стремление к тому, чтобы быть осознанным по отношению к деньгам, чтобы мы правильно вкладывали деньги, избегали ненужных трат. Поэтому очень ваша сегодня задача мудро научиться управлять своими деньгами. И вы должны помнить о том, что эмоции на принятие финансовых решений вы должны иметь хладнокровие для того, чтобы делать мудрые и обдуманные шаги в области финансов. Это очень важный момент. Очень часто мы все с вами принимаем решения на уровне эмоций. Вот захотелось, кто-то что-то сказал, или кто-то заимел какой-то страх, и вот начинается раскручиваться та или иная ситуация. Поэтому всегда включаем хладнокровие и начинаем рассуждать, думать, мыслить, и только потом вкладывать или тратить деньги. Даже бывает так, что вам попалась какая-то брошюрка с рекламой, где говорится о том, что прямо сегодня покупая ту или иную вещь, вы можете там столько-то сэкономить денег. Но в первую очередь подумайте о том, вообще-то нужна ли вам эта вещь. Очень часто женщины покупают всякую мелочь,
которая вроде как стоит копейки, но вы помните, что копейка рубль бережет. И здесь это вы должны понимать и осознавать. Поэтому подумайте 10 раз, нужно ли вам покупать то, что идет, рекламируется. Бывает так, что вы прямо желаете, хотите этого, возьмите, отложите на пару дней и вернитесь к этому вопросу. Если действительно у вас такое же будет проявляться желание, это говорит о том, что да, действительно это вам нужно. Теперь давайте посмотрим на карты Таро на этот день, 3 февраля. Что же нам этот день, друзья, обещает? Итак, выпала карта на этот день, друзья, колесо фортуны. И вы знаете, колесо фортуны это является вот той картой, которая символизирует непредсказуемость и постоянное изменение в жизни. Она напоминает нам о колесе времени, которое вращается, влияя на нас, на нашу судьбу и то, что может произойти в нашей жизни. Поэтому карта может приносить очень важные события или, что еще больше, изменения в вашей жизни. И помните о том, что когда появляется колесо фортуны, это говорит о том, что изменения неизбежны. Это может быть как судьбоносное событие, так и какие-то и обыденные изменения в вашей повседневной жизни. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня были готовы адаптироваться к переменам, но это нужно делать не потому, что это так нужно, а быть открытыми своим сердцем и умом. Кроме того, очень важно, чтобы вы подумали о том, как вы можете распрощаться со своим прошлым. Вот сегодня, в этот день. Почему? Потому что когда вы что-то закрываете в своей жизни, все, что касается вашего прошлого, то у вас же открывается и новая жизнь. Помните о том, что время, оно постоянно вращается, и с ними приходят и изменения, и возможности. Поэтому используйте вот энергию этой карты, ее подсказки для принятия сегодня осмысленных решений. Будьте готовы к тому, чтобы воспользоваться тем или иным моментом и не бояться вносить изменения там, где это действительно необходимо. Очень важно понимать и то, что вы можете сознательно изменить свою жизнь, управлять своей жизнью. И вот именно колесо фортуны, которое выпало на этот день, 3 февраля, оно нам и говорит о том, что вы можете не только изменить свою судьбу, но и привнести качественные изменения. И совет на этот день хотим дать всем, чтобы вы были открыты к переменам, как к возможности для роста, для развития. И смотрите сегодня на свою жизнь как на вечное вращающееся колесо, которое поддерживает вас в вашем личном и в духовном развитии. Очень важно, чтобы вы не боялись перемен и примите их с открытым сердцем, верьте в свою способность справляться с любыми трудностями, и это у вас обязательно получится. И вы вот именно в этот день, 3 февраля, получаете уникальную возможность использовать вот энергию этого дня для своего личного роста. Обращаем на это ваше внимание. И теперь давайте посмотрим совет от Архангела Михаила на 3 февраля. И вы знаете, главный совет на этот день от Архангела Михаила звучит так, чтобы вы защищали себя и проявляли смелость. Дело в том, что Архангел Михаил в этот день напоминает вам о силе защиты. Представьте, его меч света окружает вас, образуя тем самым непроницаемый щит. И этот день может вам принести какие-то вызовы, поэтому будьте особенно внимательны к своему окружению. Защитите себя от негатива и старайтесь, если в вашей жизни есть какие-то темные моменты, связанные с вашим прошлым, с каким-то моментом, то очень важно, чтобы вы это отправляли туда только свет. Кроме того, Архангел Михаил говорит о том, чтобы у вас сегодня была смелость в принятии ваших решений. Не бойтесь стоять на пути света, даже если он может казаться вам непривычным или требующим силы воли, потому что сегодня это день для принятия решений, которые должны быть только с чистым сердцем и с уверенностью. Также убирайте свои страхи, они вам мешают двигаться дальше, и они вам создают определенные барьеры. И, конечно же, верьте в себя, верьте в свою силу и будьте мудры. Мудрости очень часто людям не хватает по разным причинам, но это очень важно понимать и осознавать. Вот такой, друзья, сегодня у нас с вами замечательный день. Прямо сейчас в комментариях напишите: «Я привлекаю деньги в свою жизнь».
Я счастливый, здоровый и богатый человек. Очень важно, чтобы вы эти слова прописывали. Чем больше вы прописываете, тем лучше происходят изменения в вашей жизни. И, друзья, практика, которую мы сегодня рекомендуем вам провести, она очень простая, но она очень эффективная. Вам нужно взять ручку любого цвета, здесь не имеет значения. Главное, что в этот момент вы были чисты в своих помыслах, не злились, не было какого-то у вас зажимов энергетических. Что мы делаем? Берем ручку и на запястье руки рисуем циферку 3, и ее обводим в круг и говорим следующие слова. Тройку на руке нарисовала, энергию денег призвала. Тройка мне в этом поможет, энергию денег ко мне расположит. Они ко мне придут, удачу мне принесут. Нарисовали, после этого забыли, идите занимайтесь своими делами. Вы увидите, как в сегодняшний день могут произойти кардинальные изменения. Друзья, прямо ставьте лайк этому видео. В комментарии обязательно напишите слово «благодарю», нам будет очень приятно. Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, друзья, есть в описании ссылка на донат. Вы можете переводить сумму, любую сумму, которую вы считаете важным и нужным для себя. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.